Таинственные истории всегда притягивают людей, но бывают случаи, от которых становится по-настоящему жутко. Рассказываем историю ранчо Скинуокер. Места, имеющего дьявольскую репутацию. Каждое примыкающее к пустоте место имеет свой голос. Иногда этот голос звучит как эхо памяти, иногда как шепот совести, а порой как зловещий рев, вышедший наружу из темной комнаты, где никто не хочет заглядывать слишком глубоко. Ранчо Скинуокер в штате Юта стало именно таким местом. Объект легенд, который за полвека превратился в символ проклятия и загадки. Официальная хроника гласит, что история стартовала в 1970 году, когда семья Шерман приобрела участок и мечтала о тихом, размеренном сельском хозяйстве, о светлом будущем, где рождаются дети и растут коровы и лошади. Однако реальность оказалась иной. Дом, поля и воздух вокруг стали ареной самых странных, не поддающихся объяснению явлений. Впоследствии ранчо стало притчей во языцах и для кинематографа, и для прессы, и для людей, которые верят в сверхъестественное, и для скептиков, которым нравится пересыпать легенды фактами. В 1970 году рачительно обставленный дом на краю пустынной равнины стал домом для семей Шерманов. Они мечтали о спокойной жизни, где можно разводить скот, выращивать урожай и растить детей без лишних тревог. Но еще до того, как дом стал напоминать собой крепость, в его стенах начали происходить вещи, которые нельзя объяснить чисто бытовыми причинами. Сразу после переезда супруги Шерман почувствовали присутствие чего-то невидимого. Это счастье вскоре сменилось на тревогу. В доме и вокруг него раздавались чужие голоса, которые вдруг прорывались в комнаты и исчезали так же неожиданно. Миссис Шерман начала слышать шепоты в ухе, будто рядом стояли несколько голосов, которые шепчут и исчезают. Такие эпизоды казались мелкими, но они накапливались. Через 5 месяцев после покупки ранчо гости стали настойчивее. Шерманы стали замечать в комнатах и на территории рядом полупрозрачные силуэты людей, предметы перемещались сами по себе, а сны превращались в кошмары. Эти явления не только пугали, они заставляли сомневаться в собственной реальности. Постепенно в их рассказах стали появляться элементы, которые не укладывались в обычные бытовые рамки. НЛО стали появляться на горизонте ранчо и в окрестностях. Наблюдались участки прижатой к земле пшеницы, иногда выглядевшие как круглые посадки. Тот самый старый мотив у многих историй о пришельцах. Со временем супруги Шерман увидели космический корабль размером с 2 футбольных поля. Вначале Терри Шерман принимал такие явления за результат тайных правительственных экспериментов. Но вскоре он поставил под сомнение эту версию, когда на ранчо стали появляться дикие животные и неясные следы. Их походы по территории стали свидетельствовать не только о паранормальном напряжении, но и о чем-то гораздо более древнем и зловещем. Семья Шерман, пережившая серию ночей без сна и десятки странных событий, почувствовала на себе давление нечто темного. По их словам, на ранчо начали появляться существа, которые впоследствии стали известны как скинуокеры, древние индейские оборотни, которых местные жители описывали как людей с красными глазами и агрессивным нравом, сочетавших черты человека и зверя. Наблюдали они и волков, которых не удавалось по роду деликатно устранять, мускулистую гиену и даже нечто похожее на медведя, хотя на территории зверей такого типа обычно не водится. Пропажи скота, а также тревожные шумы и неясные силуэты усиливали ощущение, что место действительно притягивает сверхъестественную энергию.
Среди местных жителей укрепилась мысль, что ранчо действует как магнит для паранормального. Владельцы и соседи говорили, что тут происходят вещи, выходящие за пределы обычного опыта. Иногда это было похоже на полное исчезновение звуков вокруг, иногда на появление невидимых стен, за которыми происходило что-то запрятанное и опасное. Вскоре семейство Шерман стало не столько свидетелем странного, сколько участником его анализа. Им хотелось понять, что же именно скрывает землю под ногами и почему, оказавшись здесь, люди начинают ощущать, что они навсегда связаны с тем местом. Сколько бы ни говорили местные о проклятом месте, реальность подталкивала Шерманов к выбору – уйти или бороться. Они приняли решение продать ранчо состоятельному предпринимателю Роберту Бигелоу, известному в США как исследователь паранормальных явлений. Слишком удачно звучала их история в уши бизнесмена. Он видел в этом место для большого исследования и решил проверить, какие силы скрываются за шумами и темными тенями. Бигелоу купил ранчо и начал собственное расследование. Ему удалось зафиксировать необычную активность с помощью специальной аппаратуры. Он наблюдал, как существо, похожее на описанных местными жителей скину-океров, появлялось на территории и затем исчезало также внезапно. По его данным, эти существа появлялись и исчезали без следа, их следы можно было увидеть только на самой территории ранчо. Вывод был прост и одновременно сложен. На месте существуют батаакуе, порталы или иные источники, из которых появляются неведомые существа. Однако история с Бигелоу не ограничилась лишь наблюдениями за существами. Он столкнулся с более приземленным и тревожным феноменом. Земля ранчо словно сопротивлялась любым попыткам выкопать хотя бы маленькую ямку. В один момент лопата исчезла, а спустя 2 недели висела на дереве, как символ того, что сила местности определяет ход истории. Это не просто странное совпадение. У ученого-исследователя начали складываться картины о том, что именно эта земля управляет тем, как разворачиваются события. Еще один яркий эпизод. Один из работников Бигелоу собирался посадить забор, чтобы разделить участок, но спустя 10 минут почувствовал нестерпимую слабость. Через неделю его госпитализировали и нашли опухоль в мозгу. Редкий и пугающий симптом, особенно если учитывать, что других причин для такого диагноза не было. Эти события добавляли материал для легенд и усиливали ощущение, что ранчо не просто место с историей, а место, где границы между мирами стираются. 2004 год стал поворотным. По неизвестным причинам Бигелоу прекратил свое исследование и переехал в другой город. История могла бы завершиться на этом этапе, если бы не одно обстоятельство. Ранчо все еще притягивало взгляды. В 2016 году он был продан Брэндону Фугалу, главе местного агентства недвижимости. Фугал закрыл ранчо от посторонних и продолжил собственные исследования. По его словам, он зафиксировал паранормальные и инопланетные сигналы, но объективная проверка оказалась гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Люди постоянно спрашивают меня, верю ли я теперь в проклятие ранчо, основываясь на том, что мы видели и записали. Честный и самый прямой ответ – я не верю, но я вижу. Я точно знаю, что это реально, и был свидетелем того, о чем говорили и предыдущие владельцы, говорит Фугал. Эти слова становятся своеобразной мантрой исследователя. Он не отрицает наличие необъяснимого, но требует доказательств, которые могли бы превратить предание в науку. Вместе с Фугалом на ранчо работают и другие исследователи.
Их рассказы о феноменах продолжают пополнять архив слухов и наблюдений, иногда они описывают жестокие автостопщики, навязчивые влияние местности на людей и странные сбои в технике, как будто силы ранчо пытались установить связь с теми, кто осмелился переступить порог. Смысл истории ранчо Скинуокер не ограничивается верой в мистическое или в научную догму. Это платформа для обсуждения о человеческом страхе, границах знаний и месте человека в мире, где границы между реальностью и легендой иногда стираются. Одни видят в ранчо источник порталов и внеземных явлений, другие — место психологического давления, которое постепенно превращается в коллективную мифологию. Некоторые наблюдатели полагают, что история подогревается медиа и кинематографом. Фильм 2012 года «Ранчо Скинуокер» стал кинематографическим отражением городской мифологии вокруг этого объекта. Но даже без кино история остается непростой. Она подталкивает людей к сомнениям и поиску правды в самых неожиданных местах. Возможные трактовки феноменов на ранчо можно разделить на несколько направлений. Паранормальная гипотеза, привидения, духи давно ушедших обитателей, некие порталы или иные сущности, которые любят притягивать окружающих к месту своей жизнедеятельности. Инопланетная гипотеза. НЛО и инопланетная активность – часть загадочного рисунка, связанного с движением по небу, а также с загадочными сигналами и перемещениями существ на территории ранчо. Нейроистория. Психологический эффект – место, которое подталкивает людей к стрессу, травмам и тревоге, превращая обычное восприятие в миражи и кошмары. Это объяснение не исключает реальных наблюдений, но больше говорит о том, как коллективная тревога может формировать правдивую легенду. И естественные феномены. Некоторые описания могут быть следствием факторов окружающей среды, редкие погодные условия, акустические эффекты, слабая геология, которые создают ощущение присутствия неведомых существ и странных голосов. Ключевая идея – автостопщик, как современное объяснение феномену ранчо. Рассказывают, что люди, побывавшие на ранчо и вернувшиеся домой, продолжают испытывать тревогу и странные сбои в обычной жизни. Машины глохнут, лампочки мигнули, непредвиденные проблемы в бытовой технике. Это образ, который перекликается с идеей, что место влияет на человека и что энергия ранчо может перепроходить к тем, кто его посетил. Доктор Трэвис Тейлор, один из исследователей, приводит пример. Его собственная машина заглохла за десятки километров от ранчо, а в то же самое время на территории происходили аналогичные мгновенные сбои. Оба факта – совпадение или откровение связи. Вопрос остается открытым. Фугал не просто владелец недвижимости, он активно участвует в исследовательской деятельности. Его позиция двойственная. Он признает, что не может словесно подтверждать проклятие, но он точно видит свидетельства. Инопланетные сигналы, паранормальные явления и не связанные между собой свидетельства очевидцев. Именно эта двойственность делает его фигуру одной из самых любопытных в истории ранчо. Человек, который одновременно скептически относится к легендам и одновременно становится частью них, пытаясь доказать реальность того, что многие называют сверхъестественным. Фугал подчеркивает важность наблюдений и сбора данных. «Я не верю в проклятие в философском смысле слова, но я видел вещи, о которых говорили и предыдущие владельцы». Это заявление резюмирует суть современных подходов к мистическим объектам. Не обязательно верить безоглядно, но и не игнорировать факты, которые собираются по крупицам годами. История ранчо Скинуокера не просто набор событий. Это миф, который выполняет функции предупреждения и воспитания.
Он напоминает людям о том, что место может иметь характер и что страхи людей часто проецируются на те места, где произошли необычные события. В разговоре с местными жителями и исследователями прослеживается общий мотив. Иногда мы ищем простые ответы на сложные вопросы и пытаемся объяснить то, что еще не объяснено на языке науки. Но и миф, и наука могут сосуществовать. История ранчо показывает, что общество нуждается в обоих инструментах – в рациональном анализе и в открытой уязвимости перед неизвестным. Сегодня ранчо Скинуокер – это не просто луна ради легенд. Это точка пересечения культурных потребностей и жажды развлечения, и потребности понять границы человеческого опыта. Репутация места – дьявольская, как и следует ожидать от истории, где неуловимые сущности и странные голоса порождают нарративы об ужасе и одновременной притягательности. Но для многих важно не столько, что там обитает, сколько вопрос о возможном влиянии места на людей, которые его посещают или изучают. Авторы и исследователи пытаются отделить миф от факта, но грань между ними на ранчо Скинуокер остается неясной. История ранчо Скинуокер – это рассказ о страхах, желаниях и попытках понять мир, который не всегда отвечает на наши попытки объяснить его. Это история о семье Шерман, которая столкнулась с неизвестным и выжила не физическими силами, а силой совместного поиска ответа. О Роберте Бигелоу, который превратил место в лабораторию для проверки гипотез. О Брэндоне Фугале, который продолжает искать объяснения и держать дверь открытой для новых свидетельств. И, наконец, это история о каждом из нас. Как мы смотрим на темное место и видим в нем не просто отсутствие света, а отражение своей собственной души, страхи, любопытство, веру и сомнения. Проклятие или не проклятие, история ранчо Скинуокер остается мощным напоминанием, что мир полон тайн, а некоторые места умеют держать эти тайны за скобами реальности. Но одно ясно – человек, переживший этот опыт, уже никогда не будет таким же. Вопрос только в том, кто что делает с этим опытом дальше. Превращает его в историю, которая учит, или в миф, которым можно пугать новых любопытных. В любом случае, ранчо Скинуокер продолжает жить в памяти людей, как место, где граница между земным и необъяснимым становится тонкой до поры, пока не найдется ключ к разгадке.